Южный район нашего славного города-героя Новороссийска – это один из самых излюбленных районов как туристами, так и самими жителями города. Друзья, всем привет! И добро пожаловать в Южный район. Меня зовут Сергей, и вы на канале Ассоциация застройщиков. Сегодня пойдет речь о южном районе города Новороссийска, где потрясающая природа и сногсшибательные ландшафты. Как говорил Михаил Ломоносов, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, а тут целый район. Сейчас я нахожусь на мемориале «Малая земля». Это место очень удивительное и притягивающее. Ведь в 1722 году, в период Крымского ханства, во времена Османской империи, здесь была построена крепость Суджук-Кале. В ходе русско-турецкой войны 1806-1812 годов крепость в конце 1810 года была занята без боя генералом русской императорской армии Ярудзевичем Александром Яковлевичем. Крепость Суджук-Кале простояла до 1812 года, и по условиям Бухарестского мирного договора в преддверии войны с Наполеоном Россия оставила эти места. Крепость была взорвана и после не восстанавливалась. Через 131 год, в 1943 году, город Новороссийск был оккупирован немецкими и румынскими войсками. В феврале 1943 года в ожесточенных боях десант численностью 275 бойцов, это солдаты и моряки, отвоевали клочок земли общей площадью 30 квадратных километров у противника, превосходящего его в количественном составе во много раз. Этот маленький клочок земли, который 225 дней обороняли наши войска, получил название «Малая земля». В 1943 году здесь не было города Новороссийска. Это был район Станички. Тут находились, по сведениям исторических книг, оставшиеся развалины – глыбы крепости Суджук-Кале. Именно на этот клочок земли высадились наши бойцы. И именно с этого клочка земли началось освобождение города Новороссийска от фашистских захватчиков. В первые дни боев на плацдарме в качестве укрытий использовались все немногочисленные постройки. Полуразрушенные дома Станички и Мысхака, остатки рыбзавода и винсовхоза, капониры аэродрома и береговой батареи. Открытость малой земли для наблюдения и артиллерийского огня противника заставила приступить к сооружению полевых укреплений и укрытий, которые в дальнейшем позволили защитникам плацдарма не только воевать, но и жить в ближайшие месяцы. Помехой в этом деле стали твердый грунт, нехватка стройматериалов и шансового инструмента. Для тех, кто не знает, шансовый инструмент – это ручной инструмент, предусмотренный по штату в воинских подразделениях и предназначенный для выполнения инженерных работ. Тем не менее, на Малой земле общий объем работ превосходили аналогичные показатели на остальных участках фронта 18-й армии в несколько раз. Я сейчас нахожусь у памятника «Взрыв» в поселке Мысхака. Этот памятник символизирует собой то количество бомб и снарядов, которые упали на эту землю. Здесь были собраны остатки, найденные тех бомбовых ударов, и соединены вот в такую конструкцию. Здесь есть надпись, которая гласит: «Запомни, товарищ, 1250 килограммов смертоносного металла обрушил враг. На каждого малоземельца в дни беспримерного подвига горели камни и земля, плавилась сталь. Они выстояли, за ними была Родина». Район Мысхака стал самым укрепленным участком Северо-Кавказского фронта.
образовался своеобразный город, где были свои кварталы, свои улицы. И все эти траншеи были сделаны собственными руками. Кроме складов и штабов потребовалось укрыть и полевой хирургический госпиталь. Он разместился в районе винсовхоза, используя в качестве защиты его бетонные хранилища. Госпиталь оказывал самую необходимую помощь, но вылечиваться раненые отправлялись на Большую Землю. Большой Землей подразумевалось тогда, что это город Геленджик, откуда и происходил десант в город Новороссийск. В связи с этим при госпитале здесь был создан полевой эвакуационный пункт. На всю Малую Землю не хватало источников пресной питьевой воды. Особенно тяжело пришлось первым десантникам, которые сражались в Станичке, это на начало февраля 1943 года. Для питья и приготовления пищи им приходилось брать дождевую воду, а также топить лед из луж. При расширении плацдарма в руки защитников попались несколько ручьев с чистой питьевой водой. Но с наступлением лета и они пересохли. И на всю Малую Землю остался лишь один единственный источник питьевой воды. Этим единственным источником водоснабжения являлся как раз вот этот колодец. Он располагается в долине смерти. Так это место назвали малоземельцы в то время. Почему называлось это место Долина смерти? Потому что с одной стороны на сопке находились наши войска советские, а с другой стороны на сопке находились немецкая вражеская армия. И по очевидцам и со слов очевидцев, которые запечатлены в исторических сведениях, говорится, что между собой даже немецкая и советская армия заключали перемирие буквально на 2 часа, чтобы можно было бы набрать воды. Но и бывали такие случаи, что когда наши бойцы подползали, чтобы набрать хотя бы каску воды для своих раненых товарищей, то за одну каску воды гибло как раз 2-3 наших бойца. Нехватка воды и топлива сказывалась на системе питания войск. Первое время бойцы и командиры могли рассчитывать только на взятый с собой сухой паёк. В дальнейшей основой рациона стали хлеб, сухари, мясные, рыбные и овощные консервы. В ход шло даже мясо дельфинов. Следствием несбалансированного питания и употребления некачественной воды стало распространение среди личного состава куриной слепоты, дизентерии и авитаминоза. Особенно заметными этими проблемы стали в мае-июне 1943 года, но к середине лета с ними справились. Средствами профилактики стал хвойный настой, а также малоземельский квас, который изготавливали из ореховой пасты и виноградных листьев. Питание у бойцов улучшилось. Удалось наладить выпечку горячего хлеба, а также доставку горячей пищи на передовую. Бойцы дважды в сутки в термосах носили еду. Это перед наступлением сумерек, а также перед восходом солнца. Прилагались усилия по снабжению десантников воздушным путем. В первые дни боев грузы сбрасывали штурмовики Ил-2. Однако до половины контейнеров упало либо за линию фронта, либо в море. Когда удалось освободить район нахождения взлетно-посадочной полосы, тогда на плацдарм была отправлена аэродромная команда. С тем, чтобы подготовить аэродром к приему легких транспортных самолетов, стали засыпать воронки от снарядов и бомб. Но все усилия оказались напрасны. Беспрерывные обстрелы артиллерии противника привели к тому, что новые воронки появлялись быстрее, чем засыпались старые. И от идеи использовать авиацию пришлось отказаться. Вот он, штурмовик Ил-2, который совершал свой полет над Малой Землей. Сейчас он установлен на этот монумент, который нам и рассказывает о тех страшных событиях 1943 года. Существенными оказались потери во время отражения немецкого наступления. 1124 человека было убито, 2610 было ранено и 12 бойцов пропали без вести. Это составляет более 30% от находившихся в строю 12 674 активных бойцов. По факту каждый третий солдат был убит или ранен на Малой Земле.
А это по статистике в разы больше, нежели чем потери во время Сталинградской битвы. Мне все интересует один момент. Новороссийск – это второй город после Ленинграда, он тоже был в блокаде. Это город, который наравне со Сталинградом бился и защищал родину. Погибло огромное количество людей, бойцов. Здесь каждая пядь земли, она пролита кровью наших бойцов. Так вот, почему до сих пор еще не снято ни одного фильма о великом подвиге бойцов на Малой Земле? Масса фильмов снята про Сталинград, про блокаду Ленинграда, про защиту Москвы, а также Курская битва и много-много других городов, даже про те города, которые получили звание воинской славы. А вот почему-то про историю города Новороссийска и защиту города Новороссийска нету ни одного художественного фильма. Ежегодно об этой страшной истории в жизни Новороссийска 1943 года в городе проводится мероприятие под названием «Бескозырка». 3 февраля с вечера проспект Ленина, на котором я сейчас нахожусь, движение на нем полностью перекрывается. Люди плотным потоком от сквера Черняховского по проспекту Ленина до мемориала «Малая Земля» идут с зажженной свечах в руке. Также зажженные свечи размещены практически у всех жителей города Новороссийска в окнах. На это мероприятие выходит огромное количество жителей города Новороссийска. В конечном пункте на поле демонстрируется реконструкция боевых действий. Проводится возложение венка в море. Глава города говорит памятную речь. На фронтах и в тылу ковалась победа, и советский народ, и Красная армия победили. Началось все с того, что шхунатики, так в Новороссийске принято было называть ребят из клуба шхуны ровесников, еще в ноябре 1967 года крепко задумались, как они смогут отдать дань памяти 25-летию Куниковского десанта. Ребятам хотелось чего-то настоящего, чего-то близкого к тем героическим дням, чего-то новаторского и без излишней одиозности. Так и пришло решение – пройти в ночь на 4 февраля именно в день и час высадки с зажженными у вечного огня факелами к месту десантирования в районе Станички и возложить на морскую гладь бескозырку. Но представьте себе картину, вот как сейчас, темной зимней ночью на 4 февраля 1968 года по ночному уже спящему городу Новороссийску двигалась вереница огоньков, которые колыхались на холодном февральском ледяном ветру. Эти огоньки двигались в сторону станицы, на окраину тогда города Новороссийска. Огоньками в их руках являлись самодельные факелы, состоящие из палок, паклей, консервных банок и крепежной проволоки. И вот, наконец-таки, небольшой отряд подошел к неприветливому, холодному зимнему морю. Этот путь освещали лишь небольшие факелы, которые держали они в своих руках. Вдруг вспыхнул пограничный прожектор, осветив линию прибоя. Один молодой человек отделился от процессии. На холодные ледяные морские волны он возложил одинокую бескозырку. Наступила минута молчания. Лишь было слышно только шум морского прибоя. Так прошла первая бескозырка в 1968. И это даже не всероссийская, не региональная и даже не акция. Это была просто операция «Бескозырка». Это дань памяти легендарному десанту майора Цезаря Куникова на плацдарм, который вскоре станет известен всему миру как «Малая Земля».
Ну вот и подошел к концу наш выпуск про историю Южного района города Новороссийска. Обязательно подпишитесь на наш канал, потому что в дальнейшем выйдет видео про социальную инфраструктуру Южного района города Новороссийска. Также оставляйте свои комментарии с темами, которые вам интересны, чтобы мы сняли. Также обязательно поддержите нас, поставьте палец вверх для того, чтобы это видео смогло увидеть большее количество людей. Нам это очень важно. И также, если вы хотите узнать, сколько будет стоить квартира с такими потрясающими видовыми характеристиками, обязательно переходите на наш сайт, ссылка будет вверху, для того, чтобы узнать всю стоимость, остатки, планировки по квартирам, без каких-либо регистраций и дополнительных условий. Ну а я с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Это была Ассоциация застройщиков. Всем пока.